Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. И сегодня я хочу с вами приготовить невероятно вкусное, ароматное и очень нежное американское печенье кукис с шоколадной крошкой и грецкими орехами. Готовится буквально за пару минут. Можете уже включать духовку, записывать рецепт. Оно очень вкусное и ароматное, готовится безумно легко. Обязательно приготовьте по этому рецепту, обрадуйте себя и свою семью. Я всем вам желаю удачи на кухне и давайте начнем приготовление. Для приготовления нам понадобится 200 граммов сливочного масла, у меня охлажденное. Нарезала на кубики и отправляю в миску. Сейчас я хочу его буквально немного размягчить с помощью миксера, буквально пару минут. После добавляем 90 граммов сахарного песка и 100 граммов тростникового сахара. Все также хорошо перемешиваем миксером до однородности. Также я подготовила 2 яйца, все хорошо смешиваем венчиком и добавляем в 3 приема к общей массе. Также взбиваем миксером до однородности буквально пару минут. Взбиваем после каждого добавления яиц до полного его вымешивания. А пока подготовим сухие ингредиенты. К пшеничной муке у меня 310 грамм, отправляем 5 грамм разрыхлителя и 5 граммов кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваем венчиком и добавляем к общей массе. Я добавляю в 2 этапа. Собираем сливочное тесто со стенок миски к центру и добавляю в 2 этапа сухие ингредиенты. Все хорошо перемешиваем и замешиваем тесто. В этом случае вы можете использовать как шпатель, так и лопатку. Но единственное, берите лопаточку силиконовую, желательно более устойчивую и твердую, так как вы рискуете сломать лопатку. Все хорошо вымешиваем так, чтобы у нас не виднелись проблески муки, и вымешиваем до однородности. Параллельно вы можете также нарубить грецкие орехи, у меня 150 грамм, можете взять и больше, это по желанию, и нарезаю небольшими кусочками. Нарезать вы можете либо измельчить на любой ваш вкус. Я люблю, когда грецкие орехи чувствуются в выпечке, поэтому нарезаю их достаточно крупно. И также подготовила шоколад. Вы можете взять абсолютно любой, либо использовать любую плитку шоколада на ваш вкус. Я использую шоколад от фирмы Сикао и Калибо с вкусом капучино. Можете миксовать как темный шоколад с молочным, так и использовать только молочный. Грецкие орехи и шоколад у меня готовы и добавляем к общей массе. Все также хорошо перемешиваем лопаточкой либо шпателем. Но в этом случае лучше воспользоваться шпателем, потому что тесто с каждым разом будет становиться мешать все труднее. Также я добавила молочный шоколад со вкусом капучино и снова хорошо перемешиваем. На этом этапе у меня уже разогревается минут 8 духовка при 200 градусов. И также уже в самом конце замеса добавляем щепотку соли. Вы можете добавить как крупную соль, но у меня ее нет, поэтому я использую абсолютно обычную соль. Вымешиваем до однородности и формируем печеньки. Я беру примерно 80-90 грамм, так как люблю, когда печеньки крупные и большие, тем более это американские печенюшки. Вы можете сформировать и меньше. Выкладываю на расстояние друг от друга. На противень выстеленный пергаментной бумагой. Выкладываем на расстояние, так как при выпекании они еще будут увеличиваться в объеме. И отправляем в хорошо разогретую духовку при 200 градусов примерно 15 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Также я слегка сверху их примяла немного шпателем. Также вы можете сделать это с помощью рук. Все, у нас печенюшки практически готовы, отправляем их выпекаться.
Спустя ровно 15 минут печенье у меня уже готово. Очень вкусно стоит аромат на кухне. Невероятно нежное печенье получилось. Дала ему буквально немного остыть, чтобы оно легко отходило от противня и не разваливалось. Советую вам немного не допекать печенье, так как по мере того, как они остынут, они еще затвердеют. Очень вкусные печенья получаются, с шоколадной крошкой, пикантным хрустом грецких орехов и очень нежное тесто с хрустящей корочкой. Всем настоятельно рекомендую приготовить именно по этому рецепту. Уверена, что вы будете в восторге. И этот рецепт надолго останется в вашей копилочке. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите, что бы вы хотели со мной еще приготовить, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход нового видео. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Лидия Sweets. А если вы хотите поддержать канал в его продвижении и процветании, ссылочку на донаты оставлю ниже в описании. Кстати, это печенье очень вкусно будет идти с холодным молоком. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока, друзья!